образец борьбы за мечту. Я думаю, как я ненавижу хоккей. Ты, я не знаю, там поколение воспитал этой фразой условно. Ну, они настолько тупые там были. Ну, вот это же главный вопрос, чем заниматься после? Биржевой спекулянт и барыга, да. Куда ты девал деньги? Там сидит, нашептывает дом в Майами, дом в Майами. Ну, я хэппи. На паблик это не скажешь. Был ли какой-то asshole? Mashed potato, как это по-русски? Пюрешечка. Департамент, менеджмент Райнбург. Я просто, ладно, это пропущу. Пора домой ехать. Game of Thrones смотреть. У нас на связи из Майами Илья Брызгалов, легенда нашего хоккея, человек, которого я жил свое первое время, когда приехал в Феникс, он меня приютил. Я за собакой следил, за хаски. Умерла она, Макс. Да я знаю, ты мне тогда писал, что, к сожалению. В том году, в сентябре, это, конечно... Нет, ну она же старенькая осталась, сколько ей, 14 лет было. Вот, все просто... Илюх, а расскажи, Спина Илья, отказала. расскажи, пожалуйста, ты вот, потому что он-то мне рассказывал вообще, как вы познакомились. Вот что ты помнишь про Гочу, про молодого человека, который прилетел в Феникс? Иду на тренировку, смотрю, сидит это молодой паренек, знаешь, вот эти вот палка, котомка, вот, знаешь, которая такой узелок на клюшке, на клюшке висит. Я говорю, парниш, тебе помочь что-то? Он раз отвечает мне на русском, знаешь, еще двух слов связать не мог тогда на английском. Вот. Я говорю, вот, приехал, хочу попробовать. Вот. Я говорю, ну пойдем, проведу, тебя познакомлю. Вот и завел. Вот. Узелок разобрал, у него там что-то там лучок, яйцо было, там кусок этого уже зачерствелого хлеба. Ну, представили команде, выставили его на лед покататься. Ну, вроде стоит на коньках, вот. И у него еще такие были эти. Мы говорим, ты же в хоккей пришел играть, или ты конькобежец? А у него такие коньки были для конькобежного спорта. Вот. Лезвия вот такие были, помню, такого размера. Я только по прямой мог ездить прямо. Блин, я помню с Брызом, мы когда играли эти матчи выставочные были, которые мы ездили. Я, помнишь, я к тебе подхожу в самолете и говорю, можно с тобой сесть? У тебя, ну, 2 места вот эти в самолете, где вся команда летит. Да. И он мне говорит, вот это место обычно, здесь кто сидит, пацаны, фарм отправляют сразу. Ну и что ты думаешь? Я, конечно же, сразу уехал, как посидел. Первый выезд. Ну, тебя это, да, надо было на это. Да нет, сколько ты там задержался. Вот, мы сколько продуктов на тебя перевели. Вот. Это я помню, да, и устали меня кормить же. Мы же еще на эти ездили выставочные матчи в Европу. Аппетит у тебя как будто это, да. Это вот классно было, помнишь, да, приехали в Прагу. Это супер было, вот так вот. Слушай, Брыс, ну ты вот сколько уже? 10 лет, да, закончил как карьера? Чё? Да. У меня дочка здесь в Майами University учится, в Майами. Вот. Сын сейчас, Владик, играет в НАЛ лиге, в Корпус Кристи в Тексасе. Вот. И вот малой, 15-го, 4 года будет. Вот все вокруг него развлекаешь, то купаться, то на площадку, то еще куда, то на коньки. В общем, рутина, да, развлечения полным ходом. По большому счету, да. Ну, я хэппи. Знаешь, очень счастлив. Погода прекрасная. Вот. Самое главное, все живы, здоровы, и остального, как говорится, больше и не надо. Илюха, а вот этой ломоты по режиму, перелетам, командным варкам, вот этой вот нету? Вот когда только вот закончил карьеру, принял решение вот это, знаешь, как оно далось? Слушай, очень легко. Вообще, оно мне далось... Мы сыграли в Эдмонтоне игру, да.
и должны были улетать. И у нас самолет был поломан. Ну и вот, она говорит, ребят, подождите, сейчас пока прилетит другой самолет. Я как раз это в Анахайме уже был, знаешь. Начал сезон только в ноябре, а это где-то уже, знаешь, январь, февраль, наверное, был. Пытаешься форму набрать, и, знаешь, это тебе не 18 лет, знаешь, как ты там 2 раза штангу поднял, а мне 35 уже, что ты не делал, как говорится, а поезд уже давно, сезон вовсю идет, никак ты форму набрать не можешь, и ты психуешь, нервничаешь, знаешь, потому что ты не играешь на том уровне. Короче, мы вылетели очень поздно, знаешь, наверное, оттуда в часа 2 только ночью прилетел пока самолет. Прилетели в Калифорнию часа в 6, наверное, утра. Как всегда, конечно, нас не ждали, знаешь, и не было. Потому что из Канады же летишь, там должен быть офицер, знаешь, который проверит паспорта, все. Да. Нет никого. Да, мы еще час просидели там в самолете. Я думаю, как я ненавижу хоккей, знаешь. В общем, вышли из самолета. Как я устал от всего. И с утреца звоночек мне от генерального менеджера. Брыз, говорит, можешь зайти ко мне в офис? Знаешь, я глаза попродрал, там, знаешь, всего 2 часа где-то поспал, прихожу, он говорит, слушай, говорит, тебе, говорит, может, говорит, съездить опять в фан-клуб, форму набрать. Немножко, потому что мы видим, ты здесь мучаешься, и сам несчастлив. Я говорю, слушайте, говорю, там, баб, говорю, Мюррей, говорю, давайте-ка я лучше домой поеду. Вот. Мы разорвали контракт, я домой приехал. Ты знаешь, и почувствовал себя свободным наконец-то, знаешь. Я сидел, смотрел какое-нибудь там шоу Game of Thrones из разряда там в час ночи, и знаешь, мне никуда завтра вставать не надо. Никакого режима, ничего, да. Ну, у меня, представляешь, да, у меня вся семья была в Филадельфии, да, дети, а я тут, знаешь, в Калифорнии, пёс знает, сколько лететь, там, 5,5 часов. Знаешь, ничего не получается, вдалеке от детей, знаешь, ты думаешь, да нафиг мне все надо, знаешь, не то, что ты там в деньгах нуждаешься или еще что-то, для чего я это вообще все делаю, кому это нужно, знаешь, удовольствие хоккей больше не приносит, думаю, ладно, все, хорош, пора домой ехать, Game of Thrones смотреть. Ну, это же по-любому первое время, да, такая свобода, а потом не было желания или мысли такие, блин, не рано я закончил или что-то такое, ну, поиграть что-нибудь? Вообще нет, Макс. Вообще за все это время? Вообще нет. Вот я просто счастлив, что я закончил. А ты же потом пытался заниматься там медийной тоже, вот как мы истории, там ESPN, я помню, и Матч звезд освещал всякие такие вещи. Да, это была компания такая, как она там называлась, что там было, Players Tribune, и там просто мои товарищи работали, тоже из Миннесоты, и он говорит, Илья, там можешь нам помочь? Я говорю, конечно, давай, а потом узнаешь... Илюха, а можешь коленку чуть-чуть выше поднять? Извини, что перебиваю. Ну, это, знаете, свобода, привыкли, хорошо? Там подрежете кадр. Вот, и просто меня попросил помочь, а потом его убрали, уволили, они говорят, давай продолжать. Я говорю, слушайте, говорю, у нас такая команда хорошая сложилась, говорю, я больше не поеду, знаешь. Я это делал же там, знаешь, не то, что там они мне там платили деньги или еще что-то, мы просто ездили have some fun, знаешь. Вот так вот. Они говорят, давай продолжать. Я говорю, что ты, говорю, корешей всех моих увольнял, говорю, куда я поеду-то, говорю. А ты получал сам от этого удовольствие? Да, было прикольно, там хорошая компания была, там такая у нас разношерстная, да. Мне просто попалось видео, где ты спрашивал у хоккеистов 2 + 2 умножить на 2, я не знаю, как это смонтировано или нет, но то, что русские ребята отвечали правильно. Нет, не смонтировано, нет, так оно и есть. Ты им сказал, ну вы тупые, там никакого конечно. монтажа, да. Ну, это что ты делаешь? Вот так вот. Да многие же здесь чисто, вот сейчас, знаешь, здесь изменились правила, NCAA разрешили канадским лигам вот этим Junior, да, вот это QMJHL, OHL, Western Hockey League, разрешили им играть в университетских командах. Раньше этого делать нельзя было, да, потому что они считались про. И вот, как бы вроде все это обрадовались. Сейчас ребята как бы сюда из Канады попрут, вот эти хорошие хоккеисты. А потом как бы они хватились, многие из них, а у них, знаешь, просто
недостаточно образования и классов, знаешь, для того, чтобы поступить даже в какой-то там плохой американский университет, знаешь, чтобы играть в хоккей. Вот просто вот то, что они вот учились у себя там в Канаде, они не набрали недостаточно часов, недостаточно серьезных классов, или вообще кто-то не закончил high school, знаешь, чтобы поступить туда. Это, в общем, вот для них большая проблема. Ну, а ты дальше... В будущем, конечно, все будет меняться. Ты дальше не пытался заниматься вот этой медийной историей? Ты вот поработал, понял, что... Просто, Нет. Ну, вот это же главный вопрос, чем заниматься после. Понятно, что там есть деньги какие-то, сбережения, инвестиции и так далее. А вот себя занять, свои силы направить во что? Ты нашел себя? Потому что мы читали про тебя, ты был агентом, медиа, да, занимался. Агентом был? Ты был агентом? Нет, агентом не был. Нет. Меня сейчас интересует это. Мне очень интересно стак-маркет, вот это все. Ты инвестируешь? Вот, да? знаешь, как у нас в России говорят, да, биржевой спекулянт и барыга, да. А ты же на пенсию наиграл НХЛовскую, там сколько матчей надо отыграть, и... Да, Ну, у тебя по-любому же, да. Ну, они несколько раз менялись, эти пенсии. Сначала там была contribution, там, когда они сами, команда клала там определенную сумму, да. Потом они поменяли этот план на то, что, там, допустим, 10 сезонов ты сыграешь, и вот у тебя пенсия, допустим, максимально, которая разрешена государством, допустим, за 10 сезонов она там дойдет до 200 тысяч долларов, да, это год, максимальная пенсия, которая, ну, да, но она сейчас, конечно, с инфляцией как бы поднимается чуть побольше, я не знаю, там, может, она сейчас, там, знаешь, 220, знаешь, максимально разрешенная, в общем, за 10 сезонов. Но я всего это зацепил 2 года вот этой, по-моему, пенсии, да, которая по новым правилам стала. А раньше они как бы тебе выделяли деньги, клали в инвестиционный тоже там фонд пенсионный, который, в принципе, занимался этим. Вот. Нет, тема, конечно, вообще очень интересная. Стак-маркет, вот это вот все, это, конечно, невероятно. Ты, конечно, вот когда за этим начинаешь следить и смотреть, столько как бы возможностей. И коль мы денег коснулись, мы посмотрели, что у тебя в свое время был самый большой самый большой контракт среди вратарей был у тебя, да, на момент, в моменте. Угу. Да, и наверное, может быть, я не знаю. И ты сам высказывался даже на этот счет, что Филадельфия всем переплачивает, почему бы ей там не переплачивать условно и мне? Не, я не знаю, я не помню такого. Это уже Лех, ну поверь мне, поверь, было. Может, да нет, Лех, может, я просто это сгоряча сказал, понимаешь, молодой был, неопытный. Слушай, а ты сейчас за хоккеем вообще следишь в целом? Вот так вот, да? Ну да, мне ладно. интересно, просто Практически нет, серьезно, практически нет. Вот у меня малой ложится засыпать, вот так вот, поздоровый сегодня пришел, скажи hello, guys. Привет. Скажи hello. Но он нас вряд ли слышит. А, да. Вот, да, вот так вот, и начинает смотреть игру, 10 минут там посмотрит и засыпает. Прелесть какая. Yeah, give me 5 minutes, okay? Victor, I can't. Victor? Come to mama. Come to mom. No, you're not grounded yet. Вот. И так на чем я остановился? Про хоккей не смотришь ты особо, да? Да, ну вот он засыпает, и все, мы переключаем. Сейчас мы смотрим этот Yellowstone. Вообще сериал, конечно, бомба просто. В общем, и до этого посмотрели 2 приквела. Кстати, советую вам посмотреть. Знаешь, как называют? Первый 1883, а второй называется 1923. Ну, просто фантастика, знаешь, конечно. Ты смотришь на одном дыхании. Это, знаешь, как осваивали вот эту Америку, Wild Wild West, вот это все. Mm-hmm. Просто das ist fantastisch. Короче, тебя хоккей отошел вообще полностью, да, сразу на второй план? Ну, я смотрю, хоккей как бы я вообще практически, да, не смотрю. Ну, там финал Кубка Стэнли посмотришь, такие, знаешь, значимые игры, а за этим как бы вот как 10 минут, пока мы не заснем. А тебе просто неинтересно? Или что, почему?
Да, неинтересно, Макс, неинтересно. Я смотрю как бы вот на вот, где мой сын играет и когда он играет. Ты смотришь эти игры, знаешь, и все, знаешь. Ну, тебе там, ты посмотрел одну игру, конечно, и тебе потом надо 2 недели восстанавливаться, знаешь. Конечно, уровень хоккея, конечно, это просто Тяжелый, да? Уровень седых хоккея волос что, ТБ, Илья? это очень, да. Ну, больно смотреть, больно смотреть. Да? Это ты подожди, больно смотреть, ты в НХЛ или ты про... Нал, в этой лиге, где, да, где Влади да, где играет, да. Вайк играет, да. Да, он там, как говорится, там, знаешь, ну, там все, да. Начиная, знаешь, от того, что игроки мастеровитые, так сказать, подобрались. Как же он там, кайфует у тебя, а? Как же он получает кайф просто. Вот, и... Yeah, give me 5 minutes. Go see the mom. Let's ask her, like, how she doing. Вот, Он не хочет. Не, Кирилл. И так, подожди, о чем снялся. Да, и вообще все, как там все подготовлено, как все, конечно, сделано, и как, с каким ребята, конечно, желанием там играют. Знаешь. А что такое Они, НХЛ вообще? да, Скажи, пожалуйста, Илья, я потому что, ну, не знаю. это, там, вот знаешь, есть в Америке юниорская лига USHL, Да. United States Hockey League, да, это как бы Tier 1 League, да, там бы как бы все, вот. А NAL — это вторая как бы Tier 2 League, да, вот. Так скажем, самых лучших молодых ребят забирают как бы в USHL, и раньше даже из Канады лучшие ехали в USHL, потому что они могли поступать в университеты, да, там, допустим, вот там Силабрини прошлый, знаешь, там он играл номер 1 драфта, знаешь, прошлого года, он тоже играл в этой лиге в USHL, потому что потом он перешел в университет Boston University. Но сейчас, конечно, это все изменится. Вот. А NAL — это вторая лига. Кто туда не попал в USHL, знаешь, они едут в NAL. Вот. Ну и там, короче, там своя мясорубка, знаешь. Ну вот там ребята разные, до 21 года. Там все пытаются, конечно, попасть в университет. Там слишком тоже просто много команд, и поэтому, знаешь, вообще талант как бы очень сильно размыт. И там порой на таких смотришь, и говорю, господи, зачем же вы над хоккеем-то издеваетесь? Ну, пора закончить и повесить конечки и чем-то другим заняться. Слушай, а ты так как относишься к вот то, что Владик занимается? Ты как бы у вас есть план, что профессионально надо вот прям профессионально стать любой ценой, заниматься? Нет. Какие вообще планы? Нет, абсолютно. Главная задача — попасть в университет. Все. Мы о профессионалах не думаем. Знаешь, это хоккей его, знаешь, it keeps him happy. Знаешь, he's happy, ему нравится играть, он счастлив. Это самое главное. Ну и, конечно, задача максимум попасть в университет, знаешь, чтобы он там продолжил немножко, поиграл в хоккей, получил, как говорится, профессию. А ты его Вот изначально же на ворота поставил, я не помню. Да, у него альтернатива вообще была? Нет, была. Он там, знаешь, одно время, знаешь, когда совсем маленькие, они там были детками, там, мать, знаешь, до 8-9 лет, они... знаешь, как там, допустим, 2 вратаря в команде, знаешь, чтобы не сидел, знаешь, так, сегодня ты играешь вратарем, а второй вратарь сегодня играет игроком, знаешь, вот. Потом на следующий день наоборот, знаешь. И в конце концов я говорю, слушай, мы до какого-то там возраста доиграли, я говорю, Влад, должен принять решение, как бы мы не можем постоянно меняться, знаешь, уже наступает такой возраст, и должен решить, ты хочешь быть вратарем или полевым игроком. Он говорит, подумал, посидел в машине, говорит, я хочу быть вратарем. Это сколько лет было ему, вы такой разговор завели? Лет 10? Наверное, лет 10. А ты же тоже очень поздно, да, в ворота встал, вообще вратарем начал заниматься? 8. Ну, тогда раньше не брали у нас в Советском Союзе. Вот, хоккейные школы 8 начинались, да, где-то так, 7-8. Это не то, что сейчас ты смотришь, уже 2 года, он уже, там, знаешь, подкидки отдает, знаешь. Уже думают, куда, в какую команду подписывать будем. Да, Спас, да, и мама там сидит, нашептывает, дом в Майами, сынок, дом в Майами.
Как ты считаешь, основные качества вратаря, вот чтобы вратарь был успешным, чтобы достичь каких-то высот, стать профессионалом, какие основные качества должны быть у ребенка, там, у подростка? Индивидуально. Все индивидуально? Да, конечно, да. Но прежде всего, конечно, должна быть работоспособность, да, целеустремленность, да, и, скорее всего, наверное, самое важное — self-discipline, самодисциплина. Мгм. Потому что очень многие люди горят на том, что они не могут себя ограничить в чем-то. Есть у меня с пиццей проблемы, например. Я вот не могу отказаться пока. Не, ну серьезно, самодисциплина — это же очень важно, как бы уметь себя контролировать. Если вот так вот вы вспомните, да, по своим карьерам, сколько там, знаешь, ребят, там, знаешь, вот себя загубило, там, знаешь, даже вот из детства, из-за того или сего, ты вроде думаешь, талантик мог играть, и все, знаешь, а не смогли остановиться. Жилюх, Или мы, там, или в Илья, том, или все. мы посмотрели, Да. посмотрели твою карьеру, посмотрели там послужной список, и ты вот по тому, что я увидел, ты образец борьбы за мечту, борьба за цель, да, стать игроком НХЛ. Вот ты помнишь, вообще, можешь рассказать вот это вот, ну, вкратце про период становления, скажем так? Когда было тяжело, когда ты думал, что вот-вот сейчас я стану профессиональным хоккеистом, когда вообще, может быть, хотел закончить, сдаться? Ты же 3 или 4 сезона первые, да, в фарме же у тебя было, там, Цинциннати. 4. 4. Да, 4 сезона. Хорошее время. Да как? Нет, никогда сдаться не был. Нет, смотри, там как бы их можно разделить, как бы про то, что там закончить, бросить хоккей, этого никогда не было. Были ситуации, конечно, да. Мой 4-й год в Цинциннати, как раз это год локаута был. И знаешь, перед началом сезона я договорился с менеджментом клуба, говорю: слушайте, ребят, как бы если сезон как бы не начнется, вы меня можете там отпустить, поиграть немножко в Россию, да? Они такие: вообще без вопросов, не проблем. Я: отлично. Сыграл полсезона, знаешь, уже все. Гарри Беттон выходит, знаешь, объявляет, типа: слушайте, ребят, времени совсем не осталось, мы не сможем укороченный сезон провести, в календарь не сможем впихнуть хоть one game, знаешь, мы, в общем, все это отменяем сезон. Я думаю, все, сейчас поеду в Россию, поиграю, знаешь, в Ладу, знаешь, там как раз Лада еще была тогда, Таб, знаешь, какой-то было 2003, по-моему, 2004. И там деньги гораздо больше, да, были, чем там? Да, там все, да. Как бы Лада был Антап, домой, знаешь, все дела. А мне этот генеральный наш говорит, знаешь, менеджер, говорит: куда ты, говорит, собрался? А мы, говорит, тебе замену зайти здесь не сможем. Где мы сейчас вратаря возьмем? Я даже, мы же договаривались, мы должны здесь keep in mind. Видишь, говорит, обстоятельства, Илюш, изменились. Мы с ними в пух и прах разругались. Я говорю: я больше ни одной игры не сыграю за вашу команду. До конца сезона, наверное, я вот сидел на лавке, знаешь. И я вообще не типа: пойдешь играть? Я говорю: я не пойду. Да ладно, прям принципиально закусился, да, Илья? Да. Я говорю: я не пойду, все. Там, знаешь, выходи за меня, я не пойду, все, знаешь. Тренировался или прям все уже, у меня бойкот? Нет, я выходил, тренировался, я работал, я с командой ездил во все поездки, я делал все, просто сказал: я не буду играть, все. Но это пока там до плей-офф, знаешь, не дошли уже, в плей-офф мы проигрывали серию 3-1 Милуоки чемпионом. И уже мне тренер говорит: выйдешь, сыграешь. Я говорю: плей-офф, ладно, давай, выйдешь, сыграю. Остался чуть-чуть. Я вышел, сыграл, ЮТ. 3 серию выиграли. Выиграли, да? О, нифига. Да. Хотел домой быстрее поехать. Вышел, сыграл, 4-3, выиграли серию. Слушай, а как в команде относились, что ты вот так по ходу сезона ты говорил: нет, я не буду? Пацаны вообще, что вообще, какой-то разговор был у вас по этому поводу? Ты сказал свою позицию? Да нет,
Да я что-то, знаешь, я не помню, знаешь, уже, знаешь, как бы, что там было, вот. Ну и все, в общем, разругались, знаешь, все. А у Анахайма еще был, у меня был 2 года контракт, вот это вот первый, а второй год был option. Team option, знаешь, они хотят, возьмут, хотят, не возьмут. Ну, я, короче, разругался с командой, там, с менеджментом, со всеми, говорю, там меня обманули, все, в общем, я говорю, закончили на плохой ноте, знаешь, я думаю, ну, скорее всего, второй год option они, знаешь, не возьмут. И уехал все в Омск, знаешь, подписал там контракт, там как раз банду там собирали, знаешь, там Дацул приехал, знаешь, Овца приехал, знаешь, там еще много всяких ребят, знаешь, там, где они собирают там Champion Team. И Анахайм в этот летом продают команду, короче. Диснейленд продает команду, да, они переходят к Хенри Сьюзен Самуэлы. Кстати, это Broadcom сейчас, это такая большая чипмейкер компания, знаешь. И да, они продали им. И они нанимают нового генерального менеджера, этих всех старых увольняют, набирают нового GM, там, в общем, новых тренеров, всех, в общем, новых людей собирают в команду. И Брайан Бук приходит, говорит, I don't give a shit, говорит, что там, говорит, у вас было, говорит, со старым руководством, он должен быть здесь в тренировочном лагере, там, за 15 сентября. Мы, говорит, типа, берем option contract. Ну, окей, I have no choice, знаешь, мне там в Омске, слушай, оставайся, говорят. А там, ты в Омске типа, уже подписал, да? Я говорю, да. А я, говорит, оставайся, там, типа, я говорю, так меня суспендуют, я не смогу нигде играть. Они мне говорят, ну, ты будешь флагом у нас, мы за тебя будем бороться, то все. Ну, такие, знаешь, песни о главном. Я говорю, ну, да, как поборетесь, конечно. Ну, у меня выбора не было, я поехал туда. Ну, и с тех пор все там закрутилось, завертелось, провел хороший тренировочный лагерь, провел хороший сезон 1, 2, и все, и пошло. И вот потом тебя уже видел на Curbside, знаешь, на 3-й сезон в НХЛ, где ты с Вилком сидел, знаешь, на клюшке. Это уже третий сезон ты в Фениксе, да, был? После. Нет, это мой был. Ну да, там это. Да, наверное. Да. Ты это же где в Типет был, да, когда ты был? Типе, да. Конечно. Да, Что происходит? Что за слова вообще? Мне введите кто-нибудь в курс, пожалуйста. Я и так половину диалога. Департамент, менеджмент Райнбург. Я просто, ладно, это пропущу. Вот, и этот, да, потому что первые 2 года же Грецкий был тренер, ты его не зацепил, да, вы. Ты там с Энвером Лисиным был же в одной команде как раз, под руководством Грецкого. Да, Энверчик, да. Я от Грецки сразу же к Саше Овечкину. Ого. Но это близкая тема сейчас, а он тебе забивал. Он тебе забивал, причем несколько раз, да, забивал. 4. Мы посмотрели, там была эта 300-я шайба, там 309-я условно, да. 4 шайбы он тебе забил. Но это немного. Немного, ты молодец, ты сражался. Да. И вот ты тогда, когда ты играл против него, он тебе забросил, как я говорил, там 300-ю шайбу, ты мог подумать о том, что он доберется до таких цифр, которые сейчас у него? Слушай, почти знаешь, 900. Я помню нашу беседу как раз, я вот в Анахайме был, да, мой последний год, да, 35-й, да. Не 35 был, это 2015 год. Мы как раз сидели в ресторане уже после игры, знаешь, как раз рассказываем, он как раз 500-ю забил, по-моему, шайбу. Или 400-ю, что-то типа такого. Я у него спрашиваю, говорю, слушай, до Грецки ты доберешься? Он сам не верил. Говорит, да куда, говорит, ты что, говорит, это еще столько, говорит, надо забить. Вау. Круто. Ну, это 10 лет назад. Ага, да. то есть получается, что он даже сам перед собой цель такую не ставил, и по мере того, как у него получалось, вот этот аппетит разыгрывался. Ну да, я говорю, я вот вспоминаю нашу conversation, мы когда сидели в ресторане, я говорю, слушай... Прости, пожалуйста, что ты вспоминаешь, ваша conversation? Леш, это разговор, Леш, по-английски. Прости, ничего личного. Да, беседовали в ресторане, я говорю, вот, и я у него спрашивал тогда, говорю, до Грецки ты доберешься? Он такой, да куда?
ты что, говорит, вообще там еще столько забить надо. Ну, вот видишь, практически рядом набрался. Вот, ты говоришь, с Овечкиным сел. А ты сейчас с ребятами, кстати, кто играет с русскими, с кем-то общаешься? С Бобом, например, он же во Флориде. Да, ну мы переписываемся, да. Ну, я просто, Макс, ну как общаться, понимаешь, я знаю, у него же там, у Боба помимо бизи-сезона, ну, мы так переписываемся иногда, знаешь, у него же там 2 девочки там родились, знаешь, одна там уже сколько ей, наверное, годика 2 или 3, сейчас вот вторая там вроде родилась. Так что человек-то занят, знаешь, как бы и во время сезона вот так вот звонить, там еще встречаться. У людей времени нет. Ты же знаешь, когда ты играешь, особенно у тебя там тренировка, там привел себя в порядок, тут же у тебя там или сегодня игра, или тебе завтра опять куда-то уезжать, и время семье надо, знаешь, уделить, знаешь. Я просто по себе помню, ты меньше всего, что хочешь, это, знаешь, с кем-то встречаться, общаться. Илья, вы же вместе играли с ним? Извини, да. Да. А ты вот тогда мог подумать, что это вот, ну, действительно, это растет талант, человек, который там может добиться высот? Да. Что бы ты в нем выделил? Такой работа, помимо таланта, поймите, помимо таланта и такой работоспособности я ни у кого не видел. Такой целеустремленности, работоспособности, знаешь, и вот любви, знаешь, к своему делу. Я в хоккее практически не видел. Слушай, а ты вот на него смотрел такой, блин, мы будем сейчас с ним за место биться, или, блин, это крутой чувак, даже если я там проиграю, это, ну, будет все по делам. Вот, ну, какие мысли у тебя, когда такая конкуренция? Знаешь, таких вообще мыслей не было. Нет, таких мыслей не было, просто хотелось как бы молодому парню помочь, где-то что-то подсказать, где-то что-то показать, где-то что-то, знаешь, поделиться опытом, вот как бы и все. Мы делали одно дело, я как бы понимал, что у меня уже контракт до 40 лет есть, как бы... Ты расслабился чуть, да? Знаешь, вот это. Илья, у тебя совсем... Не то, что расслабился, как бы твое, как бы финансовое будущее, которое ты себе, знаешь, там, допустим, ставил, ну, перед собой какую-то цель, знаешь, ты сделал, ты его не можешь не переписать уже, ничего с ним, знаешь, сделать. Вот, потому что у тебя какое-то, знаешь, есть такое внутреннее облегчение, да, вот, и поэтому я буду выполнять свою работу как смогу хорошо, отдаваясь, как всегда я это делал, знаешь, ну, честно, знаешь, в общем, все, что я могу, я буду отдавать на тренировках и на льду, да, знаешь, а как уж там будет, так и будет. Если меня молодой парень переиграет, то переиграет, мне будет не стыдно перед собой себе сказать, там, что я что-то не делал, да. Так, нет, я отдам как бы все профессионально, знаешь, ну, и ты хочешь уже поделиться, знаешь, своим опытом. Илья, у меня просто всегда складывались отношения с вратарями в команде. Ну, мне всегда нравилось общаться. И они разные истории рассказывают. У них всегда были разные взаимоотношения друг с другом. У тебя были с напарником, с твоим, ну, такие, знаешь, напряженные отношения? То есть то ли он там ревнует, что ты первый номер, то ли ты у него забираешь эту позицию. Вот было что-то такое? Потому что рассказывали вплоть до того, что... Был ли какой-то asshole в моей карьере? Я не знаю, что бы это ни значило, да. Да, и вот пока ты думаешь, просто, да, ребята рассказывали, но мы просто не общаемся, мы сезон не общаемся, мы приходим на совместные такое вообще возможно в команде, реально? Да, ну, то есть вот до такого доходило. И нет, такого нет. Ну, до такой степени нет, никогда такой степени не было, нет. Такого абсолютно нет. Ну, то есть просто конкуренция. Мне кажется, в Фениксе у тебя вообще по кайфу было, когда у тебя Ла Барбера был, это просто мужик такой, просто кореш. Вообще красавчика. Знаешь, это не вратарь второй, а просто мужик классный. Ты его назовешь, в форме тусовался, все время ходил. Джейсон, he's the man. Ну, он крутой, да. Классный. Готовить любил, а? Я как-то обожаю, говорит, готовить. Говорит, мое хобби.
Слушай, Ну, по нему видно было у Джейсона, ты помнишь? да, он в хорошей форме был Здоровичок, сразу видно, изначально. что было, что готовить любит. И от сахара он не отказывался в Лук, карьере, это полей. факт. Илья, а по игрокам... Макс, ничего, что я четвертый вопрос подряд Ну, давай, мне интересно же. По что игрокам, у тебя просто в командах были, легенды. Практически в каждой команде у тебя были лидеры, да, вот о каком бы ты мог рассказать или хотел бы рассказать с человеческой точки зрения, и полевые игроки, возможно, да, вратарь, и профессиональные, и за ее пределами. Ты же с Пронгером, да, играл там, и... Доун, Селяне. Доун, Селяне, да. Да. Супер. Понял? Поговорили. На связи тогда. Не, ну слушай, конечно, Абал, знаешь, так скажем, не знаю, конечно, больше всех меня, конечно, впечатлил это Скотт Нидермайер, да. Профессионализм, конечно, его отношение к делу, отношение к своим партнерам, знаешь, к молодым игрокам. Ну, это вообще совсем другой уровень, знаешь. Человек, помимо того, что, знаешь, величайший хоккеист, он еще и был, знаешь, как бы классным партнером по команде и по команде и настоящим, знаешь, таким капитаном. То же самое, можно сказать, знаешь, о Тиму Селане, знаешь, это все время, всю жизнь ходил, улыбался, все всегда хорошо, знаешь, he's just a happy legend, знаешь. Крис Пронгер, не могу по нему сказать нехорошего от него слова. Почему? Вот. Почему? Почему вопрос задаю? Мне казалось, что это один из самых жестких, грязных таких, знаешь, игроков, но в то же самое время, как защитник, неплохо действовал. Он просто плохой человек. He's a bad person. О, ничего, я не знал, если честно. Вау. Я так сказал просто. Я не знал. А у вас какая-то личная, что ли, история случилась? Да нет, не то, что личное, как бы. Ты просто видишь, понимаешь, вот я тебе рассказывал про Скотта Нидермайера, да, который был, знаешь, supportive, знаешь, там, поддерживал, там, допустим, всех, там, пытался научить, там, брал ответственность на себя, там, знаешь, и все. А Крис Пронгер это, знаешь, был полная противоположность. Наоборот, да. Понимаешь? Он считал, что, знаешь, он лучше всех вообще. Знаешь, лучше всех как бы других. Знаешь, вот это вот эго, которое, знаешь, у него вот это было. Ты понимаешь, он мог очень плохо относиться, там, знаешь, там, к какому-нибудь equipment-менеджеру или доктору, знаешь, неуважительно. О, это знаешь, вообще тогда вот, ужас. знаешь, Да. Понимаешь, ну, такие, вот про это я говорю, ты просто это вот нехороший человек, знаешь. И это никак не перекрывал то, что он там супер жесткий был парень на площадке какой-то бескомпромиссный? То есть все равно... ты делаешь дело, ты делаешь работу на льду, да, там, ты как бы каждый знает, что ты должен делать, знаешь, ты работаешь, да. А вот сейчас, когда все закончилось, все завершилось, мнение, ты понимаешь, о каждом складывается. Ты как бы об одних ты говоришь и восхищаешься, о другом ты говоришь, да, Ужас. знаешь. Ну, то это нормально. Ну, вот даже простой пример. Мы выиграли Кубок Стэнли, да, и Скотт сказал, все, я как бы заканчиваю, я больше не хочу играть в хоккей, и закончил. Ну, и, конечно, Пронгера назначили капитаном. Когда Скотт Нидермайер говорил во время сезона, там, знаешь, в раздевалке, знаешь, все, никто ничего не делает. Ты знаешь, он начинает говорить, мы там, ребят, должны то, начинается с меня, я там должен играть лучше, мы должны подтянуть, там, знаешь, игру в обороне, здесь. Все сидят и слушают. Потом, когда он закончил, назначили, мы же не можем без капитана играть, отдали капитанскую повязку этому Пронгеру, да, знаешь, в Анахайме. И у нас тоже так, ни шатка, ни валка, когда что-то было, он начинает говорить, всем плевать. Там, кто тейп развязывает, знаешь, кто коньки, кто там в баул форму начинает складывать. Без уважения к нему относились, по факту. И это в целом не твое личное отношение, да, командное? Ну, конечно, каждого свое, конечно, ну, понимаешь, складывается мнение, да. Никто тебе знаешь, там, на паблик это не скажет, но ты же видишь это все, понимаешь, как это происходит. Знаешь, это не только мое мнение, а, знаешь,
многие там, когда он там в Сент-Луисе был, там мне вот как раз рассказывал там человек, который там работал в Сент-Луис Блюз, он там был молодой, он там что-то на какого-то эквипмент-менеджера там, нет, это на, знаешь, вот эти медиа-гай, которые там, знаешь, говорят, там, вот ты сегодня должен с журналистами поговорить, знаешь, Мгм. он там так, говорит, накинулся на него, там чуть там не бить его стал. Я тебе сказал, что я не хочу, там, знаешь, разговаривать с этими журналистами, знаешь. Но он просто человек, выполняет работу, пришел, ему сказал, что тебя запросили, знаешь, эти Илья, как у тебя с журналисты, знаешь, журналистами ситуация складывалась, кстати? по-разному. В Филадельфии По-разному. весело же было, да, у вас? Кто, так скажем, кто был more intelligent, знаешь, теми хорошо. Более Кто уж совсем интеллигентный. был- Да. Более Так умный. скажем, кто был более интеллигентный и образованный, с теми было хорошо и приятно, так скажем, общаться. А те, кто уж совсем был хоккейные журналисты, с тем совсем было плохо. Слушай, а в Филадельфии большое давление было, да, со стороны журналистов? Потому что я же помню, там всякие, много Да, всяких там вопросов. огромное, там что-то даже давление, просто человеческая глупость. Ну, они настолько тупые там были. Вот честно, знаешь, что это с ними поговорить невозможно было ни о чем. Конечно, они там постоянно что-то выдумывали, того, чего не было, знаешь. Ну как ты на это реагируешь? Этого не было, они тебе с этим обращаются, знаешь. Кто-то какой-то там слух распустил, знаешь, а ты должен стоять и объяснять. Ты вот такими глазами на них смотришь, ты не поймешь вообще, о чем они говорят, знаешь, ты должен это объяснять. Илья, ты их троллить потом в какой-то момент начал или там игнорировать? Ну, ты же обязан с ними разговаривать, да? Это там медиа, Да. этому учат. И ты просто начал над ними издеваться или что? В определенный Да. момент. Да, но эту борьбу ты никогда не выиграешь. У них перо, знаешь. Мало ли, что ты им сказал, они просто не напишут. Если только это снято на видеокамеру, знаешь, это показывают по телевизору, тогда да, и то могут, знаешь, это обрезать. А что думаешь, повлияло это, как-то сказывалось на игре твоей, вот это излишнее? Конечно. Сильно, да? Да. Мешало? Ну, конечно, когда тебе, понимаешь, не оставляет в покое ни ты, ни медиа, и даже... Да, медиа — это бог с ними, понимаешь? Менеджмент команды, понимаешь, вот на эту всю вот негативную атмосферу, которую создавала медиа, они на нее покупались, понимаешь? Там, знаешь, такая атмосфера, такая трусости, знаешь, была. Угу. Как бы... Ой, это не моя вина, это все вратарь виноват, знаешь. Вот, кстати, вот мы наткнулись интервью Ворочика. На интервью Ворочика наткнулись как раз, где он что-то высказывает в твой адрес по поводу вот этих интервью, там, что, ну, ему надо, понятно, что это смешно, там, ну, близко к цитате скажу, понятно, что это смешно один раз, но когда каждый раз ты свою плохую игру прячешь там за смешным интервью, это уже не норма. Ну, ты думаешь, я плохо играл? Я? Не, он хочет сказать, ну пусть он посмотрит мою статистику там в Филадельфии, как бы, такой, ну вот видишь, опять, Алло, Ворчик! они свалишь. То есть ты... Вот видишь? Да. Вот видишь, опять, понимаешь, это же легче всего спихнуть свою, знаешь, как тебе сказать, недееспособность на вратаря, да? Ну вот я ушел, да, хорошо, я играл плохо, я ушел. И где из Филадельфия команды, сейчас? всё. Да, и что они, что-то за эти 10 лет, там сколько, 11-12, лучше выступили, что ли? Нет, не было. Ну, как бы, да, ты как понимаешь, философия совсем, понимаешь. А там на тот момент GM был этот Рон Хекстел же, нет? Или... Нет, уже не было его. Нет, этот был Пол Холмгрен, динозавр. Как бы Джейк Ворочек, он как бы вообще знал, что такое слово обороняться, знаешь. Хотя же обороняются же все пятеркой, да, он там такого слова обороны издать не знал, не слышал. Хотя бы, если, может, мы бы оборонялись не 5-4, когда на льду 5-5, знаешь, играешь, а 5-5 бы, знаешь, может, тогда у нас был бы more successful, знаешь. А у нас там таких было и Жиру, знаешь, и Хартнелл, и Ворочек, таких, знаешь, не особо с обороной которые любили только очки, да, собирать, знаешь, там главное нам голы и поинт, знаешь, собрать, а остальное не важно. Ты знаешь, просто там они
это там столько фейка вообще вот особенно было. Ты просто вспоминаешь, знаешь, ты проиграешь там за 5-4, знаешь, набрал он там 2+1, знаешь, все хорошо. Неважно, что проиграли. Ходят, улыбаются, знаешь, все в порядке. Мгм. Проиграешь 1-0, знаешь, злые, как собаки. Очков не набрал, да, и... Да, конечно, конечно, совершенно верно, да, да. Понимаешь? Слушай, ну ты вот Это все они, когда, Ага. понимаешь, там рассказывается, вот это все, команда в интервью, мы там, we gotta play better, знаешь, вот это все. Понимаешь, меня от это все просто тошнило, знаешь. Потому что ты же знаешь, какие они, ты же видишь, какие они. Это Ну, тоже не так же командные более игроки, важно. да? Это селфиш, я знаю такое слово. Это О, селфиш Лёха. игроки были? Леха, ты чё? Не то, что селфиш, понимаешь? Я как бы вообще в школе каждый всё учился, равно, вы чё тут? понимаешь, как бы каждый все равно каждый преследует, помимо играя в команде, каждый все равно преследует свои цели. Понимаешь? Ну, это, короче, не кубковая, Правильно? да, на Ну, тот ты момент играешь в команда была? команде, ты хочешь набрать больше очков, да, там больше голов, больше передач, знаешь, чтобы подписать лучший контракт. Там защитник, да, там помимо очков, чтобы у меня был поменьше, там плюс-минус, знаешь, чтобы при мне меньше забивать, чтобы у меня был лучший контракт, понимаешь? Все равно внутри этой команды, внутри этой ячейки, да, ты там преследуешь свои цели, и свои цели то главное, знаешь. Не то, что там, знаешь, там главная команда, и неважно, там, знаешь, what's going on. Тебя команда потом кормить не будет, знаешь. А чем вот отличалась вот эта Филадельфия, например, от Анахайма, когда вы кубок выиграли? Там по-другому все это было? Или так Конечно, же? лидершип. Да, лидершип. А, Понимаешь, тебя в Анахайме в том же, понимаешь, тот же Брайт Бук, менеджер, понимаешь, никогда бы не дал бы на растерзание прессе, знаешь. Они мгм. бы им быстро бы рот заткнули бы, знаешь. Сказали, если у вас какие-то там вопросы или еще что-то там, вы идите сюда, знаешь, что-то какой-то херней здесь занимаетесь, знаешь. Во-первых, бы Скотт Нидермайер бы, понимаешь, в отличие от того же бы, там, знаешь, Беру капитана бы никогда бы не позволил бы такой токсической обстановке бы развиваться в команде внутри, понимаешь? Мгм. Чтобы все пресеклось, вот, понимаешь, вот это капитанство. А вот по поводу интервью, ты знаешь, что твоя культовая фраза, я не знаю, как она звучит, стала фразой в какой-то игре. И я просто в этом не Да, очень... я сейчас ее даже найду. Overwatch. Ты слышал вообще про Да, это? мне даже запрос присылали на то, что можно ли использовать или нет. И ты А что, ты Только я не озвучивал получаю или мои нет? роялтис. Нет, они просто взяли. А, я думал, ты сейчас роялти до сих пор с нее получаешь, озвучил, и все, и вот как, Да, где как же, Брюс да, Баффер. да. Ну а Видишь, я чё? Ну это понимаешь, что это вообще не- же круто. Это же просто, ну, интервью, и ты, я не знаю, там, поколение воспитал этой фразой условно. Да, все, кто будешь удивлен, все знают, да, кто вообще как бы с каким близко связан, да, есть. Дети подбегают. Why you have to be mad? А что это такое? Почему ты должен быть зол, да? Mad. Ну, по Да, эту часть, да. 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 Не, ну это классно. Слушай, Брыс, а знаешь, что я хотел еще вспомнить? В 2000 год Питер на ЧМ, вот это легендарное. Мгм. Ты же был там, играл, ну и молодой. Был, видел, да, все видел. Молодой парень, тебе 20 лет на тот момент же был, да? Что такое? Даже Мгм, меньше. да. 20 лет. Да, Что да. случилось Еще там? не исполнилось. Да. А что С случилось? наступающим, кстати. Ну, Я хорош. старым или новым? Слушай, что, я не помню, Макс, это Ну, там вообще же что-то состав было, вообще что-то, знаешь, сумасшедший когда был, там давно. у всех Просто, все знаешь, это вот у приехали. меня детская травма вообще, вот это вот чемпионат мира, там же что не фамилия, то легенда, эпоха, поколение, игроки НХЛ и так далее. И Мгм. домашний чемпионат мира, я помню, 11 место. ну да, там сувенирной продукции какое-то неимоверное количество. Ее еще потом лет 5 продавали после этого чемпионата мира. Что пошло не так, ну, когда такая звездная команда собирается? Давай Есть у разберемся с тебя игрой. какие-то, есть у тебя воспоминания вообще Не относительно знаю, этого? тяжело сказать, слушай, давным-давно, знаешь, это все было. Ну, ты знаешь, что порой, может быть, так и не стали, знаешь, командой, я понятия не могу.
Да, знаешь, порой у тебя есть огромный звездный состав, знаешь, а вот химии вот этой, знаешь, нету, знаешь, чего-то не было. Может, было много индивидуально сильных игроков, а вот как команда не смогли выступить. Илья, а ты же выступал, вот если вспомнили чемпионат мира, ты же выступал вообще практически на всех вот таких мировых первенствах. Это Олимпийские игры, Кубок мира, МЧМ, Кубок Стэнли. Ты можешь вот расставить по порядку, там, первое место для меня, там, условно, я По не знаю. значимости, да, для по твоей значимости карьеры. для тебя. Что для тебя было приоритетом? Юношеский чемпионат России по хоккею, выигранный Ладой Тольятти в Воскресенске. Первое место? Это, по-моему, 97-й, да. Единственный раз, когда Тольяттинская школа когда-то выиграла чемпионат страны по хоккею. Вот. Я вот был в этой команде, это в Воскресенске мы один раз. Вот за все годы Лада Тольятти, вот все годы, которые как бы никогда никто не выиграл чемпионат страны, да, вот юношеский, или вообще какой-либо, да, вот. Об этом даже, знаешь, я вот, кстати, был сейчас вот в Тольятти, даже этой таблички нет, что это произошло, понимаешь? Серьезно, там на стадионе нет упоминания об этом? Да, представляешь? Да, поздравим. Единственный раз, понимаешь, вот за все годы существования 76-го года хоккейной школы Тольяттинской, да, один раз мы выиграли как бы всего, понимаешь, всего чемпионат страны, да, юношеский. И об этом даже, понимаешь, упоминания нет. Илюх, мы сделаем табличку эту, мы сделаем, отвезем в Тольятти. Эти тут прям... На въезде в город? Ну, не в город, а на стадионе оттащим ее. Знак Тольятти, вот это туда въезжаешь, большой вот этот Тольятти, убираешь, и табличку туда эту. Чемпионы России 98-го. Это, мне кажется, какое-то неуважение к своим, знаешь, к своей же той же школе, понимаешь? К истории клуба, конечно. Вообще, вот из того состава кто-то заиграл? История. Ну, там Вовка маленьких был. Володя. Да, там Денис Тюрин был. Помнишь, да, там в Новокузнецке такой играл. Ну, там были еще как бы ребята некоторые там... Ну, там, говорю, там Сашка Любимов был, он там в Эдмонтоне. На самом деле это очень трогательно, да. Это очень трогательно, что, имея такой послужной список, ты выделяешь именно вот это вот достижение и ставишь его на первое место. Вот. Потому что это, Хорошо, тогда второе место. Понимаешь, мы были детьми, понимаешь? Мы были детьми, вот это вот, понимаешь, друганы, братаны, знаешь, все вот это вот. Ничего, тогда ты получал от хоккея, знаешь... Настоящее удовольствие, вот это искреннее, да, история? Настоящее удовольствие, искреннее, да, знаешь, там, ты делал там не как это работу, знаешь, а играя в хоккей, have some fun, знаешь, у тебя ничего не было, знаешь, карманы были пусты, знаешь, просто за любовь к хоккею, вот... мокрая форма непросушенная, знаешь, вот эти вот раздевалочки сырые. Заходишь, а там козами пахнет. Да, какие-нибудь себе приключения кто-нибудь найдет где-нибудь. Эти тренеры, ругающиеся вечно. Что-то. И молоды были, да. Интересно. Илюх, так или иначе. Скажи, пожалуйста, я уже говорил о том, что мне всегда нравилось общаться с вратарями. И вот с одним вратарем, с товарищем, с Эмилем Гариповым я играл в одной команде. У него была фишка такая очень интересная. У каждого вратаря, наверное, есть какой-то прикол. Он по ходу встречи, по ходу матча не смотрел на табло, и он не знал, сколько времени остается до периода. И я, когда подъезжал к нему, он спрашивал: «Лех, сколько осталось до конца периода?» И я ему говорил, там, 2 минуты потерпи, нас давят жестко в зоне. Он такой: я дышать не могу. Сколько осталось? У тебя были какие-нибудь свои такие фишечки, приколы, на протяжении всей карьеры? Да не сказал бы. Я наоборот смотрел, думал, когда же она закончится быстрее. На табло. Быстрее домой свалить. Там уже, помнишь, в раздевалочке, там, знаешь, помнишь, Макс, вот эта пицца сразу, знаешь, после игры, там, или ланч, быстрее поесть. Там, знаешь, какая. Да, там, кстати, вкусные ужины были после игры, когда заказывали, помнишь, ты это платишь или не погнешь.
Да. Ну, какой-то вспомни вот это какая-нибудь, знаешь, mashed potato, как это по-русски? Пюрешечка. Картошка-пюре. Картошка-пюре. Картошка-пюре с с лобстер-тейлом, знаешь, Да. да. Потом вот это тебе стейк, филе миньончик здесь. У тебя же здесь вкусный, там, знаешь, аспарагус стоит после игры. Тут еще что-то, Бля, знаешь, так есть вот. хочу. Алгратин Что ты потейл. делаешь? Что ты делаешь? Да. Вот это все положь, мак and cheese. Вот. А тут что-то доигрывать. Быстрее давайте, ребят. Вот раз, закончили. То есть ты вот не из тех, кто на заморачивался, ужин. да, на том, что клюшка стоит, там, перешагнул кто-то, еще что-то, там, не в свою очередь вышел. Вообще спокойно, да? Это же все, конечно, это же все в голове. Понимаешь? Ну, не существует, знаешь, этих... Ну, я понимаю, про что ты говоришь, как это, superstitious, да? Да. Как они по-русски? Привычка, ритуалы, Лёха, традиции, Да, суеверие. да. Суеверие. Суеверие. Вот, Макс Молодчик. Да это я Ты ж сказал, какой молодая Макс, это я голова. сказал. Ну хорошо, Лёх. Видите, две молодые Но я головы молодчик. вспомнили. Вот. Да, суеверие. Да нет, это все. Я к этому так относился. Ты или готов, или не готов. Понимаешь? А там уже... так и с суевериями, мне кажется, ты наоборот себя загоняешь в какие-то рамки, знаешь. Что-то не сделал или что-то случилось, и у тебя же, понимаешь, автоматом в голове, о май гад, сегодня все будет нехорошо, понимаешь, и все это начинает транслироваться. А ты вот у тебя малой бегал, ты его на коньки уже все поставил, он тоже вратарем будет или как? Нет, мы пока знаешь, как катается. Пап, покатай меня. Ага. Я окей. Ну давай сам, давай, иди. Пап, покатай. Ну, начинаем потихонечку. Ну ты хочешь его, да, в хоккей? Там секцию отдать? или? Мешочек с собой возишь, так. Спинка потихонечку Не, знаешь, затекает. Да. Но он сейчас подрос, как бы вот год назад это нагибаться надо было прилично, знаешь, и как бы, да, 5 минут поездил, все, ты думаешь, так, елки-палки, поеду в Walmart по дешевке новую спину себе, знаешь, приобрету. Вот, а сейчас подрос, ты так уже просто за плечики держишь. Угу. Слушай, а ты в Майами, вот там футбол, может быть, какой-нибудь его отдать, или не было таких планов, другие виды спорта попробовать? Слушай, ну, пусть чем хочет, тем занимается, знаешь. Мы же так пока для развлечения, чтобы вот забить понедельник или фрайдей чем-то, знаешь. Угу. Вчера вот на океане все весь день плюхались, знаешь. Там потом в парк какой-то там поехали в другой день, знаешь. Потом в зоопарк, знаешь. Ну, и надо и спортивными чем-то заниматься. Ну, ты же так, знаешь, Просто для развития. Нет, Майами, понятно, да, что... для развития разнообразия. Майами место скопления звезд. Тебе удавалось с кем-то пересечься? Месси видел? Месси видел или нет? Кого? Месси! Кого? Месси! Месте? В каком месте? Месси. В любом. Вот Лионель Месси. Ты видел там его, нет? Ну, да, кого-нибудь, может быть, Hollywood Stars, maybe. Ух ты ж, ты говоришь, что такое вообще? Нет, вообще никого, знаешь. Я тут у себя вот живу в рыбацкой деревне, знаешь. У нас есть здесь на столе, не знаю, ты видишь, нет, у нас, короче, есть состав хоккейный. И мы от тебя топ-5 за всю карьеру игроков, с кем ты хотел бы поиграть, или не знаю вообще, с кем играл, сможем составить? Есть такое у тебя? Ну, давай попытаемся. Давай, ну в ворот, Давай понятно, попытаемся. Илья Брызгалов у нас. Или ты Да, кого-нибудь еще поставишь? хорошо. Ну да, ты. 2 защитника, кто у тебя самые? Так, ну Скотт Нидермайер первый раз, второй Лидстрем. Ага. Это Никлас который Лидстрем. в Детройте был, правильно? Да, совершенно верно. Так, что потом, что мы кого поставим? Центральный, Да. что у нас? Наверное, я бы Маккинона поставил. Вы. Маккинона, да? Нам про него такого, да, сомнительный репутейшн, так-то. тоже про него говорили, что он не Ты очень... сказал поиграть. Я не знаю. Да, супер. Илья, ну что сразу, что это? Мы же нормально общались. Да, Маккинон. Да. Но он же
Мне очень симпатизирует, как он играет. Он вообще бешеный игрок, конечно. Факт. Че по краям у нас? Какого-нибудь надо мощный край, да, поставить. Ну, у кого-нибудь надо, да. Лисин, Энвер. И отказать как-то неудобно. Да он не обидится, он тебе привет, кстати, передавал. Так, потом давай нападающий, кого мы еще. Два крайних. Слушай, я даже никого... Ну, по-моему, Крайних, Овечкин да, здесь да. хорошо встал. Не поставил, нет. Все правильно. Человек вообще без... Без барона. Ты тебе как вратарю не очень, да? Да, совершенно верно, irresponsible. Что это такое? Про испанцев что-то. Irresponsible, безответственный в обороне, да. Так, ну давай, ну ладно, а кто еще? Ну давай подумаем быстро. Я не вспоминаю, я не Макдэвид? могу больше вспомнить хоккеиста. Да это сложно, я сам... вот мне Макдэвид, он центральный. Мне когда такие вопросы задают, я тоже вообще не понимаю, каких хоккеистов раньше, кто играл вообще, где, какие фамилии, я вообще не могу Кеслер, вспомнить. Селяне. Так, подожди, давай, хорошо, мы поставим, давай, Шейндон. Киму одного, да? И поставим этого, Майка Басси. О, Майк Босси, да. Тоже, кстати, снайпер. А он, думаешь, в обороне играл? Кто, Майк Басси? Да. А ты что думаешь, он рано закончил-то? Потому что ты играл в обороне, отрабатывал. Ну тоже, да, верно. Тоже верно. Ну как команду-то подобрали? Да мне кажется, Маккинон, хорошая. Селяне, Может, Басси. тренера. Подожди, тренер. А тренер кто? По чьим руководством мы пойдем за Кубком Стэнли? Ну да, то есть, я так понимаю, вопрос в твоей карьере, кто тебе Да. понравился как тренер, да, как Ты бы кого, сформировал да. коллектив, как организовал команду. Без тренера. Ты же Всё набрали правильно, же одних всё правильно. профессионалов. Все Одна профессионалы. пятерка, там что, выпускать-то? Да, все профессионалы без тренера, вот это, знаешь, сэкономим на нем. И так Согласен. раздули payroll, смотри у нас какой. Согласен. Поэтому да. Ладно, Брызи, спасибо Да, тебе Илья, большое, спасибо что большое. Рад знакомству. позвонил. Да, сразу Давай, познакомимся. good luck, Давай, have Макс, fun. увидимся. Не забывай, пиши. Мы на телефоне в любом Счастливо, ребят, случае. давайте. Давай, Давай, Брызи. пока. Ага.